Утро в Беларуси началось с интересных новостей о том, что Романа Протасевича и Софию Сапега перевели под домашний арест. По словам адвоката девушки, она смогла даже встретиться с родителями в присутствии третьих лиц, конечно же. Он также уверен, что перевод Софии под домашний арест – это результат встречи Лукашенко и Путина в Сочи. По информации, опубликованной в BBC, Роман и София живут сейчас в съемных квартирах, но раздельно. Однако родители журналиста пока радости адвоката и родителей девушки не разделяют. По закону под домашним арестом человек должен находиться по адресу прописки, а там Романа нет. Где именно находится их сын, им не сообщают. Это скорее похоже на взятие человека в заложники, чем на домашний арест. Родителям Романа ничего не говорят о его состоянии и его статусе. Отец журналиста называет это издевательством. В свою очередь, Светлана Тихановская тоже прокомментировала происходящее и заявила, что домашний арест – это не свобода. Роман и София все еще находятся под обвинением, за каждым их шагом все еще следят надзиратели, а значит, что они все еще находятся в заложниках. Поэтому, если режим рассчитывает на расслабление санкций, этого не произойдет. Народный лидер уверенно заявила, что не допустит торга жизнями и судьбами заключенных, ведь только так мы добьемся свободы для каждого невинно осужденного. На 17-летнего политзаключенного и больного эпилепсией Никиту Золотарева завели новое уголовное дело и передали его в прокуратуру. Подростка обвиняют в насилии над сотрудником органов внутренних дел. По версии следствия, Золотарев поставил подножку старшему дежурному гомельского СИЗО, в результате чего тот упал, а также угрожал заместителю начальника учреждения по исправительному процессу Хавбок. По словам правозащитников, по этой статье юноше грозит до 6 лет лишения свободы. Напомним, ранее Никиту Золотарева приговорили к 5 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Его обвинили в организации массовых беспорядков и в том, что он якобы бросил коктейль Молотова под ноги двум ОМОНовцам. И хоть доказательств этому не было, да и сам Никита свою вину не признал, его все равно отправили за решетку и продолжают жизнь несовершеннолетнего парня ломать еще больше. Во время одного из свиданий с отцом Никита сообщил, что в тюрьме его били и угрожали со словами «ты политически сдохнешь». Важно отметить, что кроме Никиты Золотарева за события августа 2020 года в тюрьме оказались еще 4 подростка. Все они признаны политзаключенными. Вчера стало известно о том, что российский олигарх Михаил Гуцериев покидает пост главы Совета директоров компании «Руснефть». Это произошло всего через 3 дня после того, как стало известно о том, что бизнесмена включили в санкционный список Евросоюза за связи с режимом Лукашенко. Об отставке Гуцериева, семья которого является крупнейшим акционером компании, сообщил сайт «Руснефти». Официальные причины такого решения не озвучиваются. Отметим, что олигарх известен своими проектами в нашей стране. В частности, он имеет бизнес-интересы в секторах энергетики и калийных удобрений. Благодаря тесной дружбе с Лукашенко Гуцериеву удалось сколотить немалую долю своего состояния, которое оценивается в $2,5 миллиарда. Напомним, что на днях крупнейшая нефтедобывающая компания Total Energies заявила о намерении отказаться от покупки нефти через бизнесы Гуцериева, ссылаясь на санкции. Что ж, как мы видим, работу над ошибками бизнесмену пришлось начать крайне оперативно, ведь миллиарды, полученные с помощью диктатора в текущих реалиях, вмиг могут превратиться в фантики. Пропагандисты с Геббельс ТВ, работающие в связке с силовиками, любят выкатывать фантастические разоблачения так называемых беглых. Дескать, это люди низкой социальной ответственности и вообще дел с ними лучше не иметь. Для восстановления справедливости киберпартизаны узнали, какие скелеты прячутся в шкафах поборников высокой морали и нравственности. Им удалось ознакомиться с содержимым почтовых ящиков пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой и ее мужа полковника Дениса Чемоданова, занимающего пост начальника 2-го управления ГУБОП. Выяснилось, что пока супруга сочиняет очередные пресс-релизы о бравых бойцах, которые бодро и решительно борются с носками и ленточками, настоящий полковник тоже времени зря не теряет. Так, в 2011 году он искал большой и чистой любви на сайтах знакомств и таки нашел в 2016, правда, в придачу с герпесом. Судя по всему, Ольга затаила обиду и решила отомстить неверному мужу. Увы, с аналогичными последствиями. После новогоднего корпоратива ей пришлось сделать анализ на сифилис, результат которого нашелся в ее ящике. Что ж, как говорится, высокие отношения. Центр культуры «Витебск» намерен приобрести 4 телевизора на сумму в более $2500. Оплачиваться все это удовольствие будет из бюджета некого союзного государства. Технические требования к закупке впечатляют: 4К разрешение, функция Smart TV, работа под управлением последней версии операционки Android. Диагональ приобретаемых телевизоров должна быть 65 дюймов, что составляет более 1,5 метров. То есть выпуски Геббельс ТВ по таким ящикам можно будет смотреть в высоком разрешении и даже увидеть
здесь озаренка в полный рост. Судя по локации, производящей закупку, этот тендер должен быть связан со Славянским базаром. На одной из его афиш указано, что приглашает на мероприятие то самое союзное государство, а дорогие телевизоры вполне могут стать призами на одном из конкурсов, проводимых в рамках фестиваля. И это все на сегодня. Завтра не забудьте подключиться к нашему традиционному субботнему эфиру с моим коллегой Дмитрием Семеновым. А в воскресенье смотрите еженедельный выпуск региональных новостей. Хороших всем выходных и живе Беларусь!